Сразу скажу, что имеющиеся сегодня русские летописи были изготовлены в 17-18 веках в узком кругу лиц, в основном иностранцев, допущенных Романовыми для создания ложной версии русской истории. Один из таких улучшателей истории был Николай Карамзин, чья художественная интерпретация стала официальной версией российской истории. И именно правлению Ивана Грозного в стиле тиран, деспот он уделил особо много внимания. Формально он стал править Русью в возрасте 3 лет после смерти его отца, князя Василия III. Почему формально? Да потому что мало еще, и до 1538 года правила его мать, Елена Глинская, которая происходила из рода хана Мамая. И получается, Иван Грозный как минимум наполовину был татарином. Та самая Елена, которая запомнилась денежной реформой и выпуском новой русской монеты с изображением всадника с копьем, копейки. Вопрос, а почему только до 1938 года и чего вдруг отказался от престола? Все просто, она была отравлена боярами, к которым перешла власть. Теми боярами, которые пытались раздербанить русские земли и казну, при которых Русь во все времена приходила в упадничество. Как выяснилось, в 60-х годах 20 века отравлена ртутью, которая является медленным ядом. Ртутью, которую на протяжении всего правления царя монотонно травили и жен, и сыновей, и самого Иоанна IV. Стоит учесть, что в средневековье лекарства и косметика делалось с использованием многих вредных минералов, в том числе свинца, ртути и мышьяка. Но для накопления таких концентраций этих веществ матери Грозного следовало пользоваться ими не одно десятилетие. Открытием для меня было и то, что 50-летняя эпоха правления Ивана Грозного была эпохой правления 4 царей, его и еще 3. Он уходил, потом опять возвращался, были разыграны целые спектакли. Мало кто знает, что дата рождения Иоанна Васильевича изображена на походном царском престоле, хранящемся в оружейной палате Кремля, в виде зодиака с гороскопом 9 февраля 1526 года, а не 25 августа 1530 года. Этот трон был привезен из Западной Европы, где в то время процветало искусство составления гороскопов на дни рождения правителей. Кроме того, известно, что царь подписывал свои сочинения именем Парфении Юродивой. Это было крестное имя Ивана Грозного. А как известно, день памяти святого Парфения Ламсакийского 7 февраля. Итак, всего попыток покорить Казанское ханство было 3, но в некоторых источниках говорится о 4-й 1545 года, но она больше была похожа на демонстрацию силы. И именно тогда на казанский трон был посажен московский ставленник Шах-Али, Шигалей по-русски, который имел царский титул и правил городом Касимов с момента образования Казанского ханства после распада Золотой Орды, и которое стало самостоятельным с 1438 года, было не меньше 12 походов. Первая, правильнее сказать, колониальная попытка захватом чужих территорий для извлечения дохода при правлении Ивана Грозного была предпринята в декабре 1547 года. В этом же году Иоанн IV в возрасте 17 лет первым в истории русских правителей принял царский титул, венчался на царство. Официальный титул Ивана Грозного после коронации – царь и великий князь всея Руси. Царь и великий князь, повторяй, всея Руси! Царь и великий князь, повторяй, всея Руси! Да не повторяй, повторяй! Тихо! Так вот, 17-летний или 21-летний царь пошел с войной на Казанское ханство. Во всех источниках указано несколько причин. И то, что оно задолбало своими набегами на ближайшие русские земли, захватом в рабство людей, и то, что основными и единственными торговыми воротами на русских землях была Нижегородская ярмарка. И дальше нас не пускали, тогда как Казанская ярмарка была центром мира в этом плане. И плюс влияние Османской империи, турок, было безграничным, и это раздражало Москву. Но есть труды казанских историков, которые гласят, что она гораздо прозаичнее. Дело в том, что на Руси того времени просто закончились свободные земли, которые можно было раздать воинскому сословию, дворянам. Плюс так удачно сложилось, что чуваши, мордва и марийцы, жившие под властью хана, решили присоединиться к русским. Я до сих пор не понимаю стратегическую выгоду начинать войну зимой, но, видимо, дорог не было вообще. Да и опасность партизанских набегов летом была больше, поэтому лучшим путем были замерзшие русла рек. Но с погодой не повезло, дожди, мало снега. В итоге к февралю 1548 года еле добрались до Нижнего, а точнее до села Работки. А тут еще ранняя оттепель, лед таял, тяжелую осадную артиллерию двигать было невозможно. Почти все пушки ушли под лед вместе с воинами. Да еще странный поступок царя, взял и свалил в Москву. Хотя, возможно, почувствовал смуту в Москве или соскучился по жене.
В общем, основное войско тоже развернулось. Дошедшая налегке малая часть, немного повоевав, уперлась в Казанскую крепость, и на этом все закончилось. Именно тогда царь реформировал армию, были собраны первые отряды стрельцов в количестве 2000 человек. Это пехотинцы, вооруженные огнестрельным и холодным оружием. Они же в мирное время выполняли функции полиции и пожарных. Кстати, при нем же были созданы и пограничные войска. Вторая попытка состоялась спустя 2 года, в феврале 1549-го. Русская армия окружила Казань. Начали строить осадные башни, и опять оттепель, ветра, дожди, порох отсырел. Терпения и продовольствия хватило на 11 дней, и опять царь приказал отступить, тем не менее успев серьезно потрепать Казанское ханство. Именно тогда было решено построить промежуточную базу, крепость Свияжск, о чем я расскажу немного позже, когда мы туда отправимся. Летом 1551 года местные племена черемисов, это те же марийцы, увидевшие город, выросшие в диких лесах из ниоткуда, буквально за месяц, стали проситься о принятии их в московское подданство. В это же время русские отряды полностью блокировали Казань и реки Вятку и Каму, тем самым перекрыв торговые и военные пути. Тогда же издали ханшу Сюмбике. Был составлен договор об освобождении русских пленных, количество которых только на территории Свияжска по хлебным спискам было 60 тысяч. Если честно, мало верится, но будем считать очень много. А сколько еще полонянников? Это те, кто принял ислам, остался в ханстве и не считался рабами. Существовавшая коалиция мусульманских государств распалась, когда они стали делить Казань, которую должны были защитить, но не договорились о долях. Прохлопали. Многие мурзы стали написывать Иоанну IV, набиваться в друзья и за свою лояльность выпрашивая подарки. В марте 1552 года враждебно настроенные силы устроили антирусское восстание, и отряды казаков и дворян, стоявшие в городе, были уничтожены. Шигалей, который сидел на троне в Казани, почувствовав неладное, тайно свалил в Свияжск, но при этом увел с собой часть знати, испортил значительную часть крепостной артиллерии, плюс подмочил порох. Правителем Казани, уже последним, стал Чингизид, астраханский хан Едигер. Причем он же участвовал во второй осаде Казани со стороны русских войск. Потом бросил службу и уехал в Ногайскую Орду. И третья попытка была предпринята уже летом, 16 июня 1552 года, когда огромное русское войско во главе с царем выступило из Москвы, но шли они медленно. Это был грамотный тактический ход. Царь знал, что шпионы и разведчики донесут о такой шикарной возможности захватить Москву, и не ошибся, так как уже 17 июня крымский хан выдвинул свое войско для захвата города. Как он сумел распространить дезинформацию и создать иллюзию того, что войска уже далеко, ближе к Казани, и рассчитать так, чтобы они пересеклись под Тулой, непонятно. В итоге войско Ивана IV надавало таких люлей ханскому войску, что за угрозу со стороны Крыма можно было на некоторое время забыть. Что интересно, почти половина русского войска состояла из татар, в частности из города Касимов, что под Рязанью. Забегая вперед, скажу, что согласно современным историкам, численность войск с двух сторон в несколько раз преувеличена, а именно 150-тысячное русское войско насчитывало от силы 15-20 тысяч человек, потому как все войско русского государства в тот период насчитывало не больше 110 тысяч, а фантастическая цифра в 33 тысячи защитников Казани легко превращается в 7-8, и то с племенами за пределами крепостных стен. Посчитав площадь крепости, а она меньше даже, чем Нижний Новгород, вы поймете, что и 7 тысяч человек там с трудом разместится, а сколько из них еще мирных жителей. Передвигаясь строго по графику, двумя походными колоннами по разным дорогам, чтобы не превратиться в бесконечный хвост, с разной скоростью, с дозорными и специальными отрядами для расчистки прохода. За месяц по жаре, испытывая нехватку питьевой воды, с небольшими потерями в живой силе, русское войско дошло до Свияжска и 3 дня там отмокали, набираясь сил. Еще раньше царя в Свияжск прибыла судовая рать, двигавшаяся на судах по Волге. Это была первая серьезная регулярная армия в нашем понятии. 23 августа 1552 года началось окружение Казани. Еще один миф, что царь предложил шикарные условия для сдачи, но казанцы отказались. Он пришел просто всех замочить, подавить и подчинить своей власти. Стены крепости и города в ханские времена с двух сторон были сложены из дубовых бревен, а между ними камни и песок, плюс ров глубиной 15 метров, 12 ворот и пушки по всему периметру. И, конечно же, без артиллерии такую крепость взять было невозможно. И именно при Иване Грозном она стала независимым родом войск, получившим название «Наряд». Как писал англичанин, посетивший Москву,
Баку ни у одного монарха нет такого количества пушек. Только при осаде их было 150, естественно, с учетом легких. В войске Ивана Грозного были группы военных инженеров под руководством Эразма, немца по происхождению, названным Росмыслом, разумным. Но был среди них и наш даровитый спец, дьяк Иван Выродков. Он считается первым русским военным инженером-фортификатором. Он, кстати, руководил строительством Свияжской крепости. Войско Ивана IV превосходило ханское, но налеты черемисов из лесов и степей с целью захватить пушки и постоянные вылазки из крепости выматывали солдат, работавшие на два фронта. После этого войско разделили на два направления. Было принято решение разгромить главную базу черемисов, располагавшуюся в Арском остроге, ныне город Арск, в 65 километрах. Руководил полком предок будущих царей Романовых, один из самых знатных воевод царя, князь Александр Горбатый Шуйский. Острог был мощной крепостью, располагавшейся на горе среди болот и оврагов. Несколько дней длилась осада, и в итоге крепость пала. Теперь Казани никто не мог помочь, но город и не думал сдаваться. Большую часть во взятии Казани сыграли зарождающиеся там инженерные войска, которые прокопали тайную подрывную галерею к подземному ходу, с помощью которого казанцы пополняли запасы питьевой воды, и взрывом 11 бочек с порохом засыпали ее. Именно здесь находилась башня Нурали, Никольская, ныне Тайницкая. На месте, где сейчас Казанский цирк, находились Даировы бани, и под прикрытием этих бань был сделан казаками подкоп. И впоследствии Иван IV въехал в Казань именно в этот пролом. Забежал немного вперед. В общем, чтобы засыпать город огнем, построили башни гораздо выше самих стен, в лучших традициях античных времен. Руководил доставкой осадных башен к стенам города, которые были применены впервые русскими войсками, князь Михаил Воротынский, который позже, в 1572 году, разгромил крымское ханское войско, тем самым спас Москву от уничтожения. Иван Выродков, упомянутый выше, не только руководил созданием этих башен, но и сам участвовал в перемещении под стены противника, самый главный, высотой 13 метров. Она была создана из заготовленных деталей в течение одной ночи. По источникам, на ней было установлено 10 пушек и 50 гаковниц, маленьких пушек. Но это, скорее всего, преувеличение. Едва ли туда могло поместиться более 5 мортир. Про маленькие не скажу. И эту махину они умудрялись передвигать под шквальным огнем. Казанцы же постоянно делали вылазки с помощью все новых и новых вырытых тоннелей. Решительным моментом взятия Казани при помощи мощного заряда был подрыв стены, 100 метров которой просто осела и разрушилась. В это же время взорвали еще двое ворот. На узких улочках было сложно орудовать копьями и саблями, поэтому воины резались ножами и душили друг друга. Особенно было трудно у Муралевых ворот. В этой давке даже убитые, нанизанные на копья, продолжали стоять. Все вроде прорвались, надо добивать, так нет, взялись грабить. В течение 5 часов воины по несколько раз успевали туда-сюда бегать, вынося награбленное. Я думаю, может, и не было никакой ханской казны, так как город еще на неделю после взятия был отдан царем на разграбление. Так вот, казанцы посмотрели на этот бардак и начали потихоньку вытуривать нападавших обратно. Воеводы быстро ввели царский полк, до этого не принимавший участие в штурме, солдаты которого прекратили грабежи с помощью угроз и физической расправы. Завершающая схватка произошла у ханского дворца, у каменных мечетей. Их обороной руководил имам Кул-Шариф. Кул – приставка, переводится как раб Божий, а Шариф – это имя. Он был преподавателем, поэтом, общественным деятелем, и эту битву он принял со своими учениками, которым было от 9 до 15 лет. Все они погибли. А хан Едигер со знатью и верными бойцами отбивался во дворце еще 1,5 часа, но в итоге попал в плен. Позже присягнул царю и был крещен. Казань пала 2 октября 1552 года, и царь Иван Грозный въехал в город по улице, которую в течение нескольких часов очищали от трупов. Погибших похоронили вместе, потому что отличить, кто за кого, было невозможно. Сейчас на этом месте храм памяти. Он оказался на острове из-за разлива Казанки и находится в удручающем состоянии. Мусульман переселили на берега озера Кабан, а город стали обживать христиане. В Казани и ее окрестностях было освобождено более 30 тысяч русских пленников. Кстати, война велась еще до 1556 года, только партизанская, названная Черемисской.
честь Казанской победы был построен Покровский собор в Москве, который позднее неофициально получил название Храм Василия Блаженного. В нем как бы зашифрованы события Казанского похода. Внешне это единое строение, но на самом деле он состоит из 11 разных церквей, изначально 9, по количеству значимых побед под Казанью. Этакий город-храм с переходами один в другой. В предыдущей серии я упомянул, что этот собор построили постник Яковлев с артелью, но ошибся, так как в это время они участвовали в строительстве Казанского Кремля, и скорее всего архитекторами были все те же итальянские зодчие. А легенда, что русских зодчих по велению царя ослепили, чтобы они не построили нечто подобное — фейк.